Привет, ARMY. Эта теория внезапно разлетелась по интернету за одну ночь. И как только вы увидите, что ARMY обнаружили о Тэхёне и Чингуке, вы уже никогда не будете смотреть на их недавние моменты прежним взглядом. Скриншоты исчезают. Ленты редактируются. И фанаты задают один ужасающий вопрос: все ли это было спланировано с самого начала? Теория, которая изменила все, началась так же тихо, как и большинство опасных вещей. Ровно в 2 часа 17 минут утра по корейскому стандартному времени небольшой аккаунт ARMY с менее чем 3000 подписчиков опубликовал сообщение, которое в течение нескольких часов взорвало весь фандом. Имя пользователя было незнакомым. Нет фотографии профиля. Нет биографии. Всего одно предложение вверху сообщения. Я думаю, что Чингук и Тэхён говорили нам что-то в течение нескольких месяцев, и никто этого не замечал. Сначала люди пролистали это. Еще одна теория. Еще одно ночное заблуждение. Еще одна догадка. Но потом появились скриншоты. Потом временные метки. Потом закономерности, которые никто не мог развидеть. На первом слайде было показано сравнение: наряд Тэхёна в аэропорту 3-месячной давности рядом с недавним образом Чингука на выступлении в Токио. Та же цветовая палитра. То же расположение ожерелья. Та же складка рукава. Даже то же крошечное серебряное кольцо на том же пальце. Совпадение возможно. Пока обсуждение не продолжилось. В аккаунте подчеркивалось, что Тэхён однажды упомянул в посте на Уиверс, что, по его мнению, одежда может передавать послание. Несколько недель спустя Чингук опубликовал селфи с почти идентичным браслетом, тем самым, который Тэхён носил 2 года назад во время незапланированной поездки. Подпись Чингука гласила: «Некоторые вещи лучше сказать тихо». ARMY начали замирать. Затем аккаунт углубился в тему. Они проанализировали месяцы прямых трансляций, показав, как оба они незаметно повторяли фразы друг друга. Не целые предложения, только фрагменты. Не спеши. Не торопись. Мы все еще здесь. Доверься моменту. По отдельности эти слова звучали как утешение для фанатов. Но в совокупности они читались как разговор, который никто не замечал на публике. К рассвету ветка набрала более 200 тысяч ретвитов. К полудню ее начали перепостить крупные фан-страницы. К вечеру комментарии стали безумными. Почему это так логично? Скажите, что это не было сделано намеренно. Это больше не может быть совпадением. Затем произошло нечто странное. Оригинальный аккаунт перестал отвечать. Никаких обновлений. Никаких ответов. Никаких уточнений. Ветка осталась, но пользователь исчез. И это только усилило панику. Потому что, как только ARMY заметили закономерности, они начали находить свои собственные. Всплыл закулисный ролик, тот, который игнорировался больше года. На нем Чингук прошел мимо Тэхёна, и рука Тэхёна на мгновение задела его рукав. Это длилось меньше секунды. Тогда никто не обратил на это внимания. Теперь же люди замедлили кадр за кадром. Обмен взглядами не был случайным. Он не был случайным. Он был преднамеренным, мягким, глубоким, с чем-то невысказанным. Фанаты на всех платформах начали шептаться на одну и ту же тему. Что они пытались нам сказать? И почему именно сейчас? Внезапно их недавнее поведение стало слишком понятным. Взгляды во время интервью. То, как их смех смягчался, когда они стояли рядом. Одинаковые фразы о переменах, времени и новых главах. Это было похоже на хлебные крошки. Не громко. Не очевидно. Но преднамеренно. ARMY начали спрашивать, не готовят ли они всех постепенно к чему-то, что еще не было объявлено. Что-то необъяснимое.
Что-то, что, будучи раскрытым, навсегда изменит восприятие BTS. И в глубине души ARMY это чувствовали. Это была не просто очередная теория. Это было похоже на начало истории, которая еще не была рассказана. Скрытая хронология. Как только первая тема разгорелась, ARMY не спали. Они проводили расследование. Они архивировали. Они сравнивали. То, что начиналось как теория одного аккаунта, быстро превратилось в полномасштабные цифровые раскопки. Фанаты из разных часовых поясов открывали старые папки, пересматривали забытые клипы и вытаскивали скриншоты многолетней давности. Моменты, которые когда-то казались случайными, безобидными, забываемыми, теперь казались упорядоченными. Кто-то создал хронологию. Неофициальную. Неаккуратную. Но живую, растущую карту моментов, которые постепенно начали идеально совпадать, и их невозможно было игнорировать. Это началось 3 года назад. Тихий V-Life. Тэхён сидел один, тихо напевая и глядя за кадр. Тогда фанаты подумали, что он просто устал. Но, пересматривая запись, они заметили кое-что. Он смотрел не в камеру. Он смотрел в свой телефон. И сразу после окончания прямой трансляции Чингук опубликовал фотографию с одной строчкой. «Ты не один». В ту же ночь. В тот же час. Совпадение, возможно. Пока это не повторилось. Месяц спустя Чингук вышел в прямой эфир, говоря о неопределенности, о чувстве, что будущее размыто, о доверии процессу. На следующий день Тэхён выложил фотографию облачного неба с подписью. Размытость не означает разрушенность. В ленте появилось множество подобных моментов. Эти сообщения. Тихие ответы. Нежные отголоски. Сообщения, которые казались ответами на вопросы, никогда не заданные публично. ARMY называли их эхопостами. Каждый раз, когда один говорил о сомнениях, другой утешал его. Каждый раз, когда один намекал на перемены, другой говорил о терпении. Это больше не выглядело как совпадение. Это выглядело как общение. Затем появились числовые закономерности. Фанаты заметили, как часто они оба публиковали сообщения в одну и ту же минуту, повторяя числа, традиционно связанные с пожеланиями, временем и обещаниями. Не один раз. Не 2. Более 30 задокументированных случаев на разных платформах. Вот тогда люди перестали шутить. А что, если это было не случайно? Что, если они нашли тихий способ говорить, не только друг с другом, но и со всеми, кто наблюдает? Что, если они постепенно готовили ARMY к будущему, которое будет выглядеть иначе? А затем один пост заморозил фандом. Затерянный комментарий Тэхёна в Weverse. Некоторые вещи пока не объяснимы, но они будут объяснены. 2 дня спустя Чингук написал: «Когда придет время, вы все поймете». Тот же тон. Та же энергия. То же обещание. Хронология событий перестала быть теорией. Она стала похожа на обратный отсчет. 3-секундная пауза. Момент, подтвердивший все, произошел во время интервью, которое сначала никто не заметил. Яркий свет. Безопасные вопросы. Отрепетированные улыбки. Ведущий спросил, как вы видите свое будущее. Большинство ответов были легкими. Больше музыки. Больше гастролей. Больше воспоминаний. Затем настала очередь Тэхёна. Он замялся. Едва ли 3 секунды, но в эфире это казалось бесконечным. Он посмотрел вниз. Потом в сторону. На Чингука. Он задержал взгляд. Чингук не улыбнулся. Он не пошутил. Он кивнул 1 раз. Позже фанаты замедлили видео и заметили нечто пугающее. Чингук беззвучно произнес 2 слова. «Неужели?»
Тэхён повернулся к камере и тихо сказал: «Будущее будет другим, но не пустым». В то время это звучало поэтично. Сейчас это звучало как предупреждение. Перемены. Затем последовала прямая трансляция, которая изменила все. Чингук сидел один поздним вечером. Его голос был тихим. Глаза усталыми. Он говорил о переменах. О страхе. О защите того, что важно, даже если это означает идти разными путями. Он сделал паузу. Некоторые связи не исчезают только потому, что меняется пейзаж. 2 часа спустя Тэхён опубликовал фотографию дороги, разветвляющейся на 2 части. Подпись «Разные дороги». Одно и то же небо. Армии замерли. Затем наступила тишина. Никаких тизеров. Никаких селфи. Никаких спойлеров. А потом одна маленькая деталь разрушила все, групповое фото со съемок. Все стояли близко друг к другу. Кроме Чингука и Тэхёна. Впервые они были не рядом. Всплыли старые посты эхо. Разные дороги. Не пусто. Когда придет время. Комфорт начал ощущаться как подготовка. Признание. Это произошло неожиданно. Ночная трансляция. Чингук-1. Он говорил о времени. О тихих завершениях. О трансформациях. «Некоторые связи не исчезают», — сказал он. «Они просто учатся существовать по-другому». Затем Тэхён написал: «Дом не исчезает. Он просто выглядит по-другому в новых местах». Фандом затих. Не потому, что что-то закончилось, а потому, что что-то менялось. И постепенно, мучительно, пришло осознание. Эта история никогда не была о потере чего-либо. Она была о том, как научиться любить это по-новому.